Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Z Handmade. Это вторая часть видео мастер-класса по вязанию вот такого вот тигренка. Итак, давайте продолжим наше вязание. Свяжем мордочку. Берем плюшевую пряжу в цвет мордочки, основной крючок и набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, провяжем 5 столбиков без накида. Один, два, три, 4, 5. В крайнюю петлю провяжем 3 столбика без накида. Первый столбик, туда же вяжем второй столбик без накида и туда же вяжем третий столбик. Далее по второй стороне цепочки также вяжем 5 столбиков без накида. Два, 5. И вот здесь вот за крайнюю стеночку провяжем 3 столбика без накида. 1, туда же второй и третий. Отмечаем новый ряд. Вяжем 5 столбиков без накида. Один, два, три, 4, 5. Далее вяжем 3 прибавочки подряд. Провязываем в одну петлю по 2 столбика без накида и повторим так 3 раза. Далее вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 3 прибавочки подряд. Отмечаем новый ряд. Далее вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее вяжем 2 прибавочки. Первая прибавка и вторая прибавка.
Вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Далее вяжем 2 прибавочки подряд. Первая прибавка, вторая прибавка. И до конца ряда провяжем 2 столбика без накида. В этом ряду у нас должно получиться 26 петель. Следующие 2 ряда вяжем без изменения, в каждом ряду по 26 столбиков без накида. Провязали, маркер можно снять. Делаем соединительную петлю. Лучше это делать крючком меньшего размера, чтобы было более аккуратненько. Протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Вот так, мордочка готова. Далее свяжем с вами ушки. Они вяжутся из 2 частей. Первая часть основного цвета и вторая часть дополнительного цвета и обвязывается темной пряжей. Обе части эти вяжутся одинаково, только вот та, что сверху основного цвета, она на один ряд вяжется больше. Итак, берем. Сначала я свяжу маленькую часть, берем плюшевую пряжу дополнительного цвета, основной крючок и набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Начиная со второй петли от крючка в обратную сторону по цепочке вяжем одну прибавку. Провязываем за стеночку 2 столбика без накида. Далее по цепочке вяжем 2 столбика без накида. 1 столбик без накида за следующую стеночку, второй столбик без накида. В крайнюю стеночку провязываем прибавку. Провязываем одну воздушную петлю и разворачиваем вязание. Вяжем одну прибавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И в крайнюю петлю провязываем одну прибавочку. Провязываем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. Далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вяжем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. Вяжем одну прибавку. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1,
2, 3, 4, 5, 6. И в конце вяжем одну прибавку. Вяжем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. В этом ряду у нас должно получиться 10 петель. Следующий ряд вяжем без изменения 10 столбиков без накида. Одна воздушная петля, разворачиваем вязание. Вяжем одну прибавку. Далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вяжем одну прибавку и воздушная петля. Разворачиваем вязание. Следующий ряд вяжем без изменения 12 столбиков без накида. Провязали. Далее ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Итак, первая часть ушка дополнительного цвета связана. Основного цвета вяжется точно так же, только вяжем в конце еще один ряд без изменения 12 столбиков без накида. Провязали, ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Далее определяем для себя лицевые стороны у двух частей, прикладываем друг к дружку изнаночными сторонами. И сделаем обвязку темной пряжей. Так, подхватили крючком. Можно для начала использовать вспомогательный крючок, крючок меньшего размера. Присоединим соединительной петлей темную пряжу. Вернемся к основному крючку. И обвязка делается столбиками без накида по вот этим вот краям. И еще забыла сказать, при обвязке делайте так, чтобы вот эти вот два крайних уголка соприкасались друг к другу, а не так, чтобы вот короткая часть и длинная часть вот так вот были на один ряд на расстоянии друг от друга. Нет, этого не делайте. Сделайте так, чтобы они соприкасались, вот эти вот два ряда. Это делается для того, что по окончании обвязки ушко будет вот такой вот вогнутой вовнутрь формы. Итак, дошли до конца обвязки.
Протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. С этих хвостиков снимаем плюш и завязываем между собой на узелочки и прячем вовнутрь ушка. Итак, одно ушко у нас готово, второе ушко вяжем точно так же и переходим к вязанию хвостика. Берем пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 8. Далее следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. Восьмой столбик третьего ряда не довязываем до конца. На нем мы будем менять цвет пряжи на цвет полосочек. Итак, берем пряжу темного цвета, довязываем 8 столбик без накида. Далее вяжем ряд без изменения. Также 8 столбиков без накида. Восьмой столбик без накида не довязываем до конца. На нем мы будем возвращаться к основному цвету. При этом вязании темную пряжу мы, ну и основного цвета тоже, не отрезаем, а будем продолжать вязать, не отрезая нити. Итак, вот он, 8 столбик. Подхватываем пряжу основного цвета и довязываем его. Вот этот хвостик нужно закрепить узелочком на любой стеночке подходящей петли. Так, далее вяжем 3 ряда без изменения, 8 столбиков без накида в каждом ряду. И также 8 столбик третьего ряда не довязываем до конца. На нем будем переходить к темному цвету пряжи. Итак, 8 столбик не довязан до конца, переходим к темной пряже. Довязали. Следующий ряд вяжем без изменения, 8 столбиков без накида. 8 столбик не довязываем до конца, на нем переходим к основному цвету. Хвостик наполнителем наполнять не надо. Итак, мы провязали с вами такую вот комбинацию: 3 ряда без изменения, в каждом ряду по 8 столбиков без накида основным цветом, и следующий один ряд вяжем дополнительным цветом в цвет полосочек. Таких вот комбинаций нужно будет провязать еще 6 раз. То есть вот мы нижнюю провязали, и вот вторую комбинацию такую мы провязали, и еще нужно провязать 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если ориентироваться именно по полосочкам темным, то их должно быть всего вот 8. Итак, вяжем 3 ряда без изменения, в каждом ряду по 8 столбиков без накида основным цветом. И далее переходим к цвету полосочек и вяжем один ряд темным цветом. И так продолжаем, повторим еще 6 раз. Провязали.
Далее складываем наше вязание пополам. И вот эти вот 2 ряда провязываем вместе 3 столбиками без накида. 1, 2, 3 провяжу крючком меньшего размера. Тут также 3 петли на конце, провяжем их вместе. Ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь хвостика тигра. Хвостик готов. Далее начнем вязать с вами туловище. Берем пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В следующем ряду провяжем 6 прибавочек, то есть провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида, 2 плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, в следующем ряду вяжем 3 столбика без накида, 1, 2, 3 плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4. Далее вяжем 1 прибавку. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. И продолжим наше вязание уже в следующей части. Так что, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить третью часть видео мастер-класса «Тигренок крючком». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!